Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. События будущего. Чего ждать? Что скоро случится или произойдет? Возможно, какая-то правда откроется, вы узнаете. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 мая. Давайте узнаем подсказки карт на события ближайшего будущего, ближайших дней и с чем это будет связано. И, конечно, останемся реалистами, всегда к этому призываю, поскольку любой расклад Таро или прогноз на моем канале, как минимум, не имеет цели предсказывать события. Таро– это метафора, или это лишь инструмент самопознания, самоосознания тех глубоких процессов, которые происходят на подсознательном уровне в нас самих, формируют какую-то проблему. И наша задача– найти решение этой проблемы, прожить ее эмоционально и в конечном итоге снять напряжение. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Ну, давайте будем узнавать, что же скоро случится или произойдет, что спешит в вашу жизнь. И на колоде Ленорман мы достанем 4 карты. С чем это может быть связано? Что нам раскроют карты? Давайте сделаем так, так будет правильнее. И 4 событие ближайшего будущего. Что же скоро случится или произойдет? Каковы тенденции? Каково развитие ситуации? Может быть и так. И мы достанем на колоде Таро. У нас сегодня колода добра, которую прорисовала великолепный таролог, психолог с большим стажем Колет Барон Рид. И мы откроем такие карты, как первая неожиданности. Сфера того, чего мы не ждем, что скоро откроется или ведет к переменам. Какие, по сути дела, перемены на пороге, к чему мы должны быть готовы. Вторая карта, что вам нужно услышать. Или добрые события, мои дорогие, в эти 10 дней, в чем ваша сила, в чем ваши сильные стороны. Достанем с вами дела, работа, бизнес или сфера ваших достижений. У кого-то учеба, у кого-то документы. Следующая карта – энергия, денег, финансы и личная жизнь в эти 10 дней. Итак, давайте будем смотреть, что же скоро придет на ваш порог или спешит в вашу жизнь, с чем это связано. А вообще размеренный, умеренный какой-то ритм жизни, поскольку выпадает аркан Якорь. Возможно, и вы будете где-то в таких энергиях, когда переоценить свое окружение или где-то проконтролировать свои планы, насколько они жизнеспособны или насколько стоит заниматься, уделять время, энергию куда-то тратить на те вопросы, которые именно могут и должны продолжаться. И, может быть, некоторую фильтрацию, когда вы от чего-то откажетесь, если это малозначимо. Или вы видите заранее, вот будьте реалистами, по аркану Якорь это всегда мы реалисты. Если действительно вы не видите в чем-то продолжение, или какая-то история уже присутствует из прошлого, как наш опыт, прежде чем мы словно на якорь становимся, какой-то путь жизненный же вы прошли. Поэтому, с одной стороны, все стоит у причала каждого дня. Об этом нам говорит аркан. С другой стороны, не можем мы с чем-то просчитаться. И, безусловно, вот такие спокойные, уверенные энергии, они не предполагают какого-то форсирования. Или когда мы что-то делаем на импульсе. Поэтому добрые дела наспех не делаются. И даже если мы все же все разные, и есть вот этот самый его величество импульс, когда хочется что-то осуществить быстрее. Не торопитесь. Это как знак судьбы, можно и так расценить, немножко останавливает нас от поспешности все же эта карта. Или пусть это будут некоторые вопросы, которые будут касаться финансов. По этому аркану мы можем решать некоторые финансовые задачи. И вот тут мы точно прагматики. Мы что-то можем просчитывать, сверять документы или какой-то математический подсчет буквально проводить. Или некоторые вопросы оформлять в высоких инстанциях, что-то согласовывать, опять же, к стабильности, к уверенности в дне сегодняшнем и в дне завтрашнем. Ну вот более чем такая рациональная энергия и любовь. Поэтому аркану это наши чувства, безусловно. И, кстати, 9 по нумерологии это 9, это всегда как
пороговое значение перемен между прошлым и будущим. И очень символично все то, что я сказала. Какой-то ваш пережитый уже опыт нужно переложить на новую дистанцию. И при этом быть прагматиком и рациональным реалистом, вот сказала бы так. А здесь у вас 24 соответствует этому аркану как бы число, и это, безусловно, любовь в сердце. Так вот оно изображено в этой колоде чаромаркетик. И тогда мы будем говорить, какая-то эмоциональная, очень добрая история, может быть, это личных отношений. Но я должна сказать, 24, если мы сложим, это 6, а 6 это всегда победа. Значит, если были какие-то шероховатости в отношениях, вы можете примириться. Если вы один или одна, а прежняя история оставляет желать лучшего, тогда тоже мы не замыкаемся. Больше эмпатии, вообще доброй энергии, мои дорогие овны, в эти 10 дней буквально спешат в вашу жизнь. Как и в каких-то более рациональных вопросах ваших достижений и денежных, финансовых для решения, но так и все то, что касается ваших чувств или проявления чувств, решения каких-то семейных вопросов, возможно, вопросы, связанные с детьми, или какая-то личная история. Признание в любви вы можете получить, или вы будете кому-то признаваться, и такое я тоже допускаю. Давайте посмотрим, что же третья карта, события будущего. Ну вот ваша задача. Мыши, крысы – это всегда недостаток. И очень символично именно в этой колоде перекликается где-то, хоть это Ленорман, но перекликается с картами Таро, если мы берем нумерологию, 23 и 7. 5 – это всегда в Таро некоторый недостаток, а 7 – это влияние, может быть, внешних событий, когда либо мы на что-то никак не решаемся, или наоборот, мы поспешно начинаем в чем-то участвовать, мы не додумали. Здесь имеется в виду какая-то дистанция по времени. Мы можем либо куда-то поторопиться, либо наоборот, куда-то и опоздать, потому что, опять же, есть нерешительность. Из-за чего? А потому что неожиданная ситуация. Или когда через общение, может быть, с людьми, когда вы узнаете какие-то новости, которые, ну, вы не предполагали. Или пусть это все же у нас о материализме карта, потому что мыши нам наносят какой-то урон. Поэтому для вас где-то вот эта неспешность по якорю, она необходима для того, чтобы что-то просчитать. И с одной стороны, если вы уже явно видите, ну да, есть тот человек, которому вы не можете доверять, или на которого вы не можете понадеяться, мои дорогие овны, тогда я могу сказать, не нужно открытой конфронтации. Где-то и вам тогда аркан будет предполагать или советовать даже, ну, где-то больше наблюдайте. Не должны вы транслировать этому человеку, что словно «Эх, Маска, я тебя знаю». Нет, вот когда и вы полшага назад отступаете, словно в тень, и просто продолжаете более беспристрастно, вы же уже знаете какую-то или предполагаете какую-то, может быть, нечестность или словно игру, тогда вы наблюдаете за этой игрой. Но это уже другие энергии. Человек не догадывается, а у вас получается сильная позиция. Примите это как, ну, наверное, то, что важно услышать. Что-то не проморгать или что-то не пропустить. Или не все, по крайней мере, люди в эти 10 дней, то, что они транслируют, они то же самое и думают, мои дорогие овны. Не повредите какой-то поспешностью. Вот этот якорь, вот эту стабильность задача сохранять. Каковы же еще события ближайших дней? Вот смотрите, тут кто-то, не всегда, кстати, это и практика, хотя может быть какая-то конкретная ситуация, которая сложилась, ну, как ваше видение на основе того, что вам кто-то раскрыл какую-то новость. А новость может быть ошибочная, потому что рядом у нас выпадает гора. Гора – это и есть какое-то препятствие, но а рядом выпадает карта мыши, крысы, и значит, это может быть что-то сродни, когда вам транслируют одно, а по факту на самом деле совсем другое. Или человек. Мы не можем изменить людей, мы не должны не воспитывать их, не пытаться им что-то доказывать. Иногда из-за зависти люди тоже начинают говорить какие-то не те вещи. И здесь вам нужно
все действительно перепроверять. С одной стороны, не устраивать какую-то конфронтацию, но и вам, мои дорогие овны, совет: будьте хитрее. А если есть какие-то препятствия, разложите все по полочкам. Куда-то, опять же, не торопитесь, потому что детализация вашего маршрута или задуманного дела, именно когда по пунктам что-то вы себе, возможно, даже расписываете, а потом вот этот каждый пункт рассматриваете с разными нюансами, потому что неоднозначно эта гора. И, может быть, у кого-то действительно есть препятствия, препятствия по времени. Вы не можете быстро оформить документ или осуществить какое-то дело. Дела добрые наспех не делаются, повторяю. Но здесь я все же допускаю рядом вот эти мыши, что не все однозначно. Вот примите это к сведению. Но для вас добрая энергия. Поэтому не позволяйте ни себе самим куда-то поторопиться и что-то проморгать, ни людям, где-то влияя на вас, может быть, и психологически, через разного рода информацию или их видение той или иной ситуации, изменить вашу концепцию счастья. Есть взаимодействие, причем такое неоднозначное. Хорошо, давайте мы откроем на картах Таро, что скоро откроется или ведет к переменам, неожиданные события, с которыми вы можете столкнуться. Король воды. А вот признание в любви может быть для кого-то неожиданное. И, кстати, правда, очень реальная карта. Король воды по своей энергетике карта отчасти похожа на карту мага. Почему? Тут две стези. Первое – это конкретно чувство, любовь. А второе, вот как по тем картам, которые вам выпали. Вот этот якорь или практика, или материализм. Вопросы денег. Вот, наверное, в неожиданностях вам придется согласовывать возвышенное и земное. Чувство и какую-то материальную основу. И это, я могу предположить, касается именно вашей личной жизни. Часто по королю воды проходят наши близкие, супруги, родственники, тех, может быть, людей это касается, которые и вхожи в ваш дом, то, что вы, может быть, доверяете кому-то, какие-то новости могут приходить, но сама по себе карта, она не подразумевает каких-то неожиданностей. Но, тем не менее, кто знает, может быть, это ваш супруг или партнер по браку принесет какую-то новость, и вы вместе будете обдумывать, что вот с этим делать. Вот такое я вполне допускаю. Вообще у нас проходит щедрый человек, романтик и бережное гармоничное сотрудничество. Поэтому сообща вы будете решать какие-то вопросы или какую-то проблему. Но добрая энергия. В чем же ваша сила? Что вам нужно услышать, как подсказка? Тут действительно победа какая-то может быть. Шестерка земли – это как и помощь высших сил. Это карта того, что мы можем решить действительно вопросы с деньгами или какую-то финансовую проблему. Вы можете отправляться в какие-то высокие инстанции, и вас готовы будут слышать. Или уладить некоторые финансовые вопросы. Может быть, это проплатить или окончательно завершить кредит, или наоборот для кого-то взять ипотечный кредит. Но здесь словно вам что-то помогает. По этой карте могут быть, знаете, как оказия, ну, удачно сложившиеся обстоятельства. И тогда мы говорим, высшие силы нам помогают. Но вообще это карта финансового успеха. И где-то в чем ваша сила. Вот деньги мы сохраняем, в долг не даем. А если вы решаете какие-то вопросы с банками, с родственниками, мои дорогие овны, для вас будет очень важно все просчитать до мелочей. Не случайно же карта говорит, что, допустим, ты дал кому-то в долг, да, или помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Почему? Не скоро могут вернуть деньги. По этой карте нам буквально высшие силы помогают, или в этом ваша сильная позиция, когда мы говорим деньги к деньгам, или когда мы не торопимся что-то покупать или потратить, хотя и в то же время неожиданные ресурсы по этой карте проходит. Щедрость, кстати, тоже проходит. И одновременно приятные неожиданности. Приятные неожиданности, возможно, по получению денег. У кого-то банально, может быть, какая-то премия. Или деньги
вы должны были получить в один какой-то день, а тут может быть на пару дней. Раньше это будет. Но также, знаете, если у вас, все-таки мы все разные, есть какая-то дилемма буквально финансовая, то в вашем окружении, мои дорогие овны, есть тот человек, который вам поможет либо буквально деньгами, либо каким-то дельным советом. Здесь действительно добрые энергии спешат в вашу жизнь. Поэтому и вы сами будьте добрее, милосерднее к самим себе. Себя не загоняйте в какие-то рамки. Рассматривайте все альтернативные возможности, когда вы можете для себя как и усилить собственное благополучие, так и где-то собственное счастье. Не будьте к чему-то непримиримым. Сами не создавайте вот этих гор, какого-то препятствия. И с одной стороны, и, конечно, собой мы не рискуем, и финансами тоже, но и не подозреваем ведь всех подряд. И это в конечном итоге нам помогает. Как, знаете, тут вот этот баланс придется держать. И не случайно, наверное, в Чаромаркете нам две рыбы, а рыба это финансы или конкретно деньги, доход, но и с другой стороны это еще и символ путешествий. Может быть, у кого-то вопрос с путешествиями, но баланс, когда что-то чересчур делать, это не во благо. И это касается как эмоций, так и практики, финансов. Сфера ваших достижений, туз Земли. Ну, тут действительно на какие-то важные решения, на получение документов, на согласование, добрые энергии присутствуют. И опять же практика, конкретика. Все стоит у причала каждого дня. И вот этот причал олицетворяет как раз аркан якорь. И поэтому благополучие сохраняем. Если есть добрые доверительные отношения, тоже сохраняем. Сохраняем и себя самих. Поэтому не просчитаться, не проморгать все-таки и этот момент с позиции сохранения. Но по тузу Земли вы можете получить еще какой-то важный документ. У кого-то этот документ будет связан напрямую с путешествиями или с какими-то согласованиями важными. Карта нам говорит, что в принципе благополучной энергии в эти 10 дней. И это у нас и учеба, и работа. Одновременно где-то и про финансы нам говорят, даже две карты сказали, потому что все то, что Земля, имеется в виду пентакли. И поэтому уверенность в эти 10 дней, она точно присутствует. Но еще и добавляется четверка Земли, и как раз на деньги эта карта отчасти жадина, я ее так называю. И все то, что я говорила уже, эта карта просто подтверждает. Добрые энергии, но добрые энергии сохранения. И также эта карта не подразумевает того, что вы как-то наспех или эмоционально будете принимать решения по поводу финансов. Не повторяюсь, мои дорогие овны, потому что я все то, что сказала, карта подтверждает. А на личную жизнь, ух ты, тут какая-то и трансформация может быть отношений, и какая-то перезагрузка. Конкретно в этой колоде имеется в виду трансформационные процессы. И может быть это когда вы помирились с вашим любимым человеком. Или когда, кстати, по этой карте мы можем куда-то и отправиться. И это совершенно как будто необходимо сделать спонтанно. Иными словами, вы можете получить какое-то известие, что вот есть тот вопрос, который вы можете уладить максимально продуктивно в короткий период времени. И у кого-то он будет касаться, я предполагаю, получения документов или будет связан с деньгами, или даже с переездом, а у кого-то вот эта трансформация происходит в личной жизни. И, мои дорогие овны, можем использовать эту карту как подсказку. И если правда была какая-то брешь в ваших отношениях, может быть, первому сделать шаг навстречу своему партнеру. Это карта добрых перемен. И, как я сказала, трансформация. И поэтому у кого-то, для тех, кто один или одна, может быть, в эти 10 дней вы окончательно определитесь, что да, не все в моей жизни было гладко, или, ну, прежние отношения не сложились как-то благополучно, или история уже закончилась, словно закрылась. И вот это стена глухая, недопонимание, и, может быть, какой-то прежний был союз, который оставил вам негативные эмоции, но мы не можем бесконечно что-то анализировать. Мы должны все-таки идти вперед. И восьмерка огня – это как раз больше активности, больше этого самого темпа. Это наращиваемые жизненные силы.
и желание видеть мир, впустить, может быть, больше контактов в свою жизнь. Понятно, предыдущий опыт нам помогает, но не закрываемся мы от людей, общаемся. Это ваша больше энергия, и поэтому, мои дорогие овны, тут какая-то, может быть, как и красивая прелюдия, да, если мы говорим трансформации, перемены. Так, и действительно в личной жизни какие-то важные разговоры, которые в конечном итоге будут приводить к тому, что вы со своим партнером, это для тех, кто в паре, увидите совершенно новые горизонты, возможности. Причем зародится добрая дружба, когда один партнер дополняет другого. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.